Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вас приветствует Мир моделей. Меня зовут Павел. Небольшая информация для многих спрашивают. Еще раз уточню, что мы находимся в городе Санкт-Петербург. Данная передача идет с магазина, который находится на улице Марата, дом 86. Ближайшая станция метро — это Звенигородская. И второй наш магазин находится на Комендантском проспекте в торговом комплексе «Миллер». Комендантский проспект, дом 11. Сегодня наша передача посвящена, опять мы обозреваем новинки, пришедшие в наши магазины. Сегодня вот такая у нас интересная новинка. Она очень большая, интересная и очень громоздкая. Это компания Hobby Boss в 35-м масштабе. Вот осчастливила всех любителей этого масштаба, всех на слуху наши зенитные противоракетные комплексы системы ПВО. И вот такой вот комплекс С-400 Триумф. Эту модель сейчас в данный момент никто не делает. Ну, во всяком случае, вот в таком виде, как ее представляет здесь, это 4 пусковых контейнера и также шасси высокой проходимости. Это БАЗ 64022. Вот, машина очень часто попадает в различных кадрах хроники, видеохроники, показывали, они стоят на вооружении, заступают эти комплексы на вооружение ПВО. Вот, часто. Ну и также многие имели возможность лицезреть эти комплексы на Параде Победы. Ну, хотелось бы сразу сказать, что интересная модель. Но она будет очень большая, естественно. Ну вот, например, с моей точки зрения, конечно, было бы интересно иметь такую машину еще попутно с какой-нибудь машиной радиолокационной какой-нибудь станции. Ну вот здесь вот она вот оснащена, вот здесь вот она вот есть как бы нарисована. Ну, надеюсь, опять же, на шасси БАЗ есть такие машины, и на шасси ураганов различных есть. Я думаю, что в дальнейшем компании, модельные производители будут данные модели делать. Вот такая вот большая коробочка. Я так вот сейчас немножко вот просто приоткрою. Вот некоторые литники мы, видите, их большущее здесь огромное количество. Большое удовольствие вот собирать такую, ну, капитальную модель. Вот, что хотелось бы сказать, ну, мы сейчас заглянем, посмотрим основные элементы. Начинаем с инструкции. Она вот в Hobby Boss вот такой вот книжечкой. Здесь перечисление, опять же, как я уже говорил, не устаю напоминать, что проверяйте комплектность согласно расположенной вот эти вот, так сказать, расшифровкой того, что находится непосредственно в коробке. Ну, дальше этапы сборки. Здесь я вот подробно останавливаться не буду. Потом, что у нас здесь из такого вкусного? Это вот такая вот, еще есть вот такую книжицу положили производители от Hobby Boss. Очень приятно. Здесь цветная иллюстрация, тут многие узлы, детали показаны. Ну, так называемый, так как все знают, это так называемый walk-round. Вот это вот можно здесь, вот видите, вот он, многие детали сфотографированы. Поэтому это снимет какие-то вопросы, как, что, куда подходит и как должно выглядеть на самом деле. За это большое, так сказать, мерси компании Hobby Boss, ну, потому что, в принципе, они делают это для моделистов, а моделистам порой нужны вещи в более детальном исполнении. Вот цветная вот инструкция, грубо говоря, по окраске. Ну, конечно же, машина, участвующая в Параде Победы. Они уже неоднократно проезжали по Красной площади. Вот, даже сразу, чтобы вас не вводить в заблуждение, я сразу же покажу вам декаль. Вот такая вот у нас здесь декаль. Понятно, что вот они, эти гвардейские ленточки. Вот, они здесь есть. И также есть вот такая вот машина, уже в трехцветном камуфляже, со звездой. Единственное, что звезда есть вот здесь вот на кабине, она на дверце кабины. Вот, звезда присутствует также здесь. Вот, но в трехцветном камуфляже, без тактических опознавательных знаков, без всего, без номеров, без всего. То есть вот машина есть и такая, и чаще всего встречаются и зеленые, также есть и вот машины в трехцветном камуфляже. Хочу также обратить внимание, что здесь дана декаль на приборку. Это приборная доска, механика водителя или просто водителя. Ну, самое вкусное, конечно,
и внушительно. Это вот непосредственно сами контейнеры ракет. Вот. Смотрятся они вот так вот. Видите, вот так вот они будут смотреться. Естественно, они идут с небольшим смещением, но сами по себе смотрятся довольно-таки внушительно. Кроме того, есть вот такая вот, это непосредственно где они будут лежать, покоиться, опять же в походном положении. Вот кабина, непосредственно база. БАЗ — это у нас Брянский автомобильный завод. Вот делают они вот этот вот машины различного назначения. Тут блок, здесь различные подходы. Сюда подходит большущее количество различных проводов. Дается здесь в отдельном пакетике, я его сейчас доставать не буду. Это вот здесь моток черной проволоки, провода, да, вы должны будете обрезать кусок и вот сюда вот так вот таким вот образом вставлять. Это у вас будет имитация кабелей, которые соединяют непосредственно саму пусковую часть вот с этими различными элементами, находящимися непосредственно на буксируемой платформе. Также здесь дан буксировочный трос. Кроме того, очень хорошо вот даны. Вот такая здесь у нас идет. Я тут все доставать не буду. Достану, допустим, одно из вот таким вот такое вот резиновое колесо. Вот оно довольно-таки мягкое, с очень мощным внушительным протектором. Вот, и на, конечно, собранной модели это будет очень хорошо и смотреться. Ну, у Hobby Boss уже давно, помните, все их Уралы, которые они выпускают, тоже резиновые колеса, которые, в принципе, не вызывают нареканий у моделистов и являются приятным плюсом к такой хорошо проработанной деталированной модели. Вот, также у нас здесь идет литник остекления, я его доставать не буду, чтобы не поцарапать стекла. Это вот непосредственно сюда вставляются ветровые стекла, боковые и также стекла в двери кабины непосредственно. Литники фототравления, решетки, противоскользящая тут площадочка. Вот. Также вот такие вот именно в остекление вклеиваются. Вот таким вот образом. Ну а дальше огромное количество различных, вот они, я их даже, вот, понимаете, все показать очень сложно. Вот это непосредственно, я так понимаю, что это и есть нижняя часть грузовой платформы, судя по размерам, да, это она. То есть все пролито аккуратно, четко, можете посмотреть на деталировку выступающих головок прикрученных болтов. Вот, сварочные швы здесь хорошо сделаны, усилительные пластины. Ну да, кто-то, может быть, скажет, что действительно что толстовато, но тем не менее сделано довольно-таки основательно. Вот различные элементы ходовой части, различные карданные валы передаточные. Они тут присутствуют в различных. То есть все вот это вот имеет место быть, поэтому я думаю, что модель такая за 3 дня не соберется, это точно. Ну хотя у нас есть специалисты, есть ребята, которые очень талантливые и очень быстрые на сборке. Ну, знаменитые вот эти вот крышки, которыми они ставятся на землю, вот так вот они находятся, то есть они в кормовой части. Ну и крышка, которая закрывает ступицы колеса. Опять же, тяги различные, все четко пролито, все очень аккуратно. Вот, и вот видите, тут я их достаю, вот эти литниковые рамки, они все имеют свойство не кончаться. Вот одна, вторая, баки, элементы рессоры. Вот некоторые я даже не стал доставать, потому что они повторяются. Некоторых тут 4 комплекта. В общем, вот специально показываю вам, что насколько вот этого всего много. Ну и там осталось у меня, по-моему, 4 крышечки, которым закрывается непосредственно сверху. Вот теперь коробка абсолютно пустая. Вот она большая, и теперь она пустая. Вот, поэтому сравнивать, ну опять же, те, кто любит чертежи, миллиметры, соответствие, конечно, сравнивать не с чем, потому что другого никто, кроме Hobby Boss, данную модель
не выпускает. Я думаю, что, ну, как обычно, я думаю, через какое-то время подтянется компания Trumpeter, но я думаю, что по логике не будет она делать именно S400 или там S300 на базе именно баз 64022, выпустит на, может, на гусеничном ходу, и такие варианты были. Вот такая вот большая, объемная, да, модель, конечно, стоит внушительных денег, ну и тут пластика, ну просто много пластика, много литниковых рамок, огромное количество деталей. Вот, уважаемые коллеги, такая вот интересная новинка появилась в наших магазинах. Вот, комплекс S400 от компании Hobby Boss в 35 масштабе. Любители 35 масштаба могут быть радоваться. У нас есть еще одна модель, которая является моделью современной военной техники, находящейся непосредственно сейчас на вооружении российской армии. К тому же тот комплекс, который постоянно мелькает во всех различных хрониках. Так что вот такая вот интересная новинка. Вот, новинка, честно могу сказать, не из дешевых, но вы сами видели, большущая коробка, большое количество литниковых рамок. Все это хорошо довольно-таки пролито и в собранном виде будет очень внушительно смотреться на вашей полке. Вот, так что приобретайте, приезжайте, покупайте. Это был Мир Моделей, меня зовут Павел. До новых встреч!